Всем доброй ночи. Я думаю, что многим известны кавказские колдуны. Называют их Аза. Их сила имеет колоссальную власть над людьми. Это простые люди, зачастую живущие небогато, но их уважают, любят, боятся, к ним идут. И это уже на протяжении многих тысячелетий. Их тайные секреты они передают из поколения в поколение. То, что я сейчас подарю практикам, на самом деле, скажем так, непрямая передача тех знаний, которые мне переданы. Потому что моя прабабушка была точно так же Аза, то есть колдунья Кавказа. И не только ее знания есть у меня. Поскольку я напрямую передавать не вправе, только редкие вещи, которые и то, знаете, когда я чувствую, что за них мне не попадет, я могу вам подарить. Поэтому я создаю зачастую на основе тех знаний, которые достались мне, ритуалы, которые работают для вас. Я хочу подарить вам несколько тайн кавказских Аза. Но эти ритуалы только для практиков. Итак, начнем. Если вы будете периодически повторять этот ритуал, то у вас будет власть над людьми. Ваше ремесло, ваше колдовство будет продвигаться, как вы того хотите. Вы будете иметь власть над ситуацией, над врагами, над толпой. И всегда будете на высоте, невзирая ни на что. Это сильный ритуал. И для этого вам нужно купить кусок мяса с кровью и купить не в магазине, а на рынке. Желательно, чтобы это было свежее мясо. Желательно, чтобы это была баранина. И взять разливное темное пиво. А также вам понадобится шкура волка. Я думаю, волчья шкура есть у практиков, можно заказать. Накидывайте на себя шкуру волка, становитесь на лесном перекрестке посреди перекрестка лесного или лесной тропы. Если вам нужно, чтобы кто-то вас сопровождал, этот кто-то может вдалеке стоять, пока вы будете совершать этот ритуал. Итак, вам нужно поворачиваться на все 4 стороны света и 4 раза произносить это заклинание. Потом оставить мясо с определенными словами, уйти, не оглядываясь. И если вы будете периодически это повторять, то вы заметите, что ваша воля, ваша сила становится, скажем так, ведущей в любой ситуации. Последнее слово всегда за вами будет. Читать нужно следующее. Волк овец дерет, а я над толпой властвую. Овцы волка боятся, а меня род людской страшится.
Волку овцы не помеха, а мне люди не помеха. Волк идет овец драть, а я иду над народом верх брать. Бойтесь овцы волка, бойтесь люди меня. Почитайте, уважайте, слов поперек не говорите, дел против меня не творите. Волк идет овец драть, а я иду над народом верх брать. Заклято. Оставьте кусок мяса с кровью и говорите: волк овец жрет, а я врагов своих пожираю. Истинно. И уходите. Если будете периодически повторять этот ритуал, то увидите результат. А результат не заставит вас ждать. Мы иногда думаем, что заговоры, шепотки, обращение к силам — это всего лишь произнесенные слова, но это далеко не так. Эти слова имеют силу, и эти слова сразу превращаются в действие. Если вы хотите остановить намерение врага, вы можете это делать для себя, вы можете это сделать для человека, который к вам обратился. Остановите намерение врага. Ну, например, если кто-то пытается помешать вам построить дом в этом месте, если кто-то пытается помешать вам, я не знаю, получить что-то, то, что вы хотите и так далее. То есть помеху убрать. Но в то же самое время можно этот ритуал применить и для людей, которые к вам обращаются, если они хотят получить место, должность, и кто-то мешает им. Остановить это намерение, убрать с пути того человека, кто мешает. И вам нужно тогда с этим человеком прийти на сумерки, значит, к воротам кладбища, к основным воротам. Пока что почитаем, как если бы вы для себя просили. 3 раза постучите в ворота кладбища и говорите: Абаддон, впусти в свои владения. Стражи ночные, дозвольте сказать. Не накажите за дерзость. Пришла по воле своей и по воле своей прошу. Мертвые, вам не встать до судного дня. Ваши глаза навеки закрыты, ваши руки навеки ослаблены. Ваш язык навеки онемел. Ваша жизнь навеки остановилась. Так и дела моих врагов остановятся, языки их онемеют. Не встать мертвецам до судного дня, не вредить врагам, моей душе, моей жизни, моему делу. Да будет так, услышано и исполнено. Идите. Можете быть спокойны. Дела ваших врагов не получится. И когда все будет, как вам хочется, придите на это кладбище на первом же перекрестке или на любом, который вам удобно, оставьте откуп. А какой откуп, я думаю, что практики сами знают. В этом им подсказывать не нужно. Если вы хотите остановить вражду между семьями, остановить вражду между людьми, остановить какой-то процесс разрушающий для себя, для человека. Из 3 могил одноименных с вами или с этим человеком. Если нет одноименных могил, потому что сейчас есть иногда сложные имена, и не всегда, скажем так, люди, которые к вам обращаются, есть православной веры, чтобы найти на кладбище с их именем. Берите с 3 безымянных могил. Покупайте нож, не торгуясь. Не берите сдачи. А нож должен быть с деревянной рукояткой, желательно темной, без красок всяких. Ну, берите пакет или емкость, идете на 3 могилы, оттуда этим ножом выковыриваете чуть-чуть земли, сыпьте в пакет, оставляйте откуп там. Пока сыпьте землю в пакет, говорите: как ты помер, остановилась твоя жизнь, так и говорите, что вы останавливаете.
например, так и вражда между семьями такими, или так и, скажем, судебное дело между этими, или судебное дело против меня, так и вот это. В общем, говорите, что вы останавливаете конкретно по именам. Так и сегодня останавливаю и убиваю. Берите с 3 могил эту землю с откупом. Вы можете поставить хлеб, кусок, водку слегка выплеснуть на могилу, поставить рядом. Значит, вам нужно 3 бутылки водки. Берете эту землю, выходите из кладбища, на первом же перекрестке высыпать нужно эту землю, кинуть нож со словами «закончилось». И опять же, закончилась там вражда между такими, суд между такими, или преследование таких и так далее. Закончилось. Кинули нож и ушли. В очень скором времени это все закончится. Это канитель. Если вы хотите, чтобы ваше дело сошлось, или вы хотите, чтобы человек, который к вам обратился, сделал так, как вы сказали, обратился к вам дальше. Люди зачастую не понимают, что они подчинены воле колдуна. Люди зачастую не понимают, что если ведьма хочет работать с ними, то она будет работать. Если не хочет, она отказывает. И бывает иногда, что человек соглашается, как бы диктуя свою волю, ведьма может привести к соглашению любого человека. Правда, вреда ему от этого не будет, потому что она в любом случае поможет. Но она диктует свою волю. Если ей нужно с этим человеком работать, если подходит этот человек ей, и ей приятно с этим человеком работать, она сделает все, чтобы этот человек к ней пришел, и он придет. Все я имею в виду, что она день и ночь не будет делать ритуалы. Ей достаточно один раз, глядя в глаза фотографии, которая отправляется, прочитать 3 раза. Стены тебе отдаю, потолки себе забираю. Воля моя будет. Аминь. Попробуйте, и вы увидите, что вам отказа не будет ни в чем. Когда вы это сказали, потом называйте, что вы хотите от этого человека. И вы от этого человека это получите. Это все для практиков. Имейте в виду. Простому человеку касаться тайн кавказских аза не рекомендую. Особенно просто так, без особых причин. Всем удачи, пользуйтесь на здоровье.